настоящее время режим развязал против белорусов настоящую информационную войну. И это не только оголтелые пропагандисты режима, которые у всех на виду и не вызывают доверия у думающих людей. Более опасен враг, который не показывает своего настоящего лица. Различные так называемые политологи и эксперты, которые регулярно появляются в пропагандистских СМИ, вбрасывая нужную режиму информацию. В этих условиях крайне важно каждому белорусу быть начеку и проверять, кем являются эти так называемые эксперты и какую организацию они представляют. Даже если возникает ситуация, когда данная информация появляется на ресурсах, которым вы доверяете. Даже в независимых СМИ политологами, экспертами иногда выступают сотрудники Белорусского института стратегических исследований. Давайте разберемся, что это за организация. На интернет-странице института написано слоган «Фабрика мысли». Действительно, основным результатом деятельности BC являются сфабрикованные результаты различных псевдоаналитических исследований в Беларуси. Институт занимается так называемой аналитикой и выработкой рекомендаций по противодействию сторонникам перемен. Работа BC направлена исключительно на оправдание беспредела, происходящего в нашей стране, и дачу рекомендаций по его совершенствованию. На данный момент одной из приоритетных задач BC является противодействие санкциям. BC является частым заказчиком социологических исследований через процедуру госзакупки. За деньги налогоплательщиков, за наши с вами деньги, институт готовит нужные нелегитимному режиму исследования. Исполнителем таких заказов неоднократно становилась компания ЕКОМ. Компания частная, однако полностью провластная. BC и ЕКОМ — это полноценные элементы пропаганды режима, не имеющие ничего общего с аналитикой. Послужной список сотрудников BC ярче прочего описывает, чем в действительности является эта организация. Нынешние и бывшие работники института в разное время являлись сотрудниками ОНТ, пропагандистских телеграм-каналов, входили в предвыборный штаб Лукашенко, являлись членами комиссии, которая рассматривает материалы на предмет наличия в них экстремизма, и даже являлись и являются сотрудниками КГБ и оперативно-аналитического центра Лукашенко. При этом среди так называемых аналитиков по состоянию на начало лета текущего года не было ни одного дипломированного экономиста. BC был создан на базе информационно-аналитического центра при администрации Лукашенко и фактически подчиняется ей, хотя это и не афишируется. При этом именно BC рассчитывает стать так называемой переговорной площадкой по ситуации в Беларуси. По нашему же мнению, данная организация должна занять свое достойное место в санкционных списках США, ЕС и других демократических стран, а как минимум получить табу на цитирование в качестве экспертной структуры или на приглашение на международные дискуссионные площадки. Информационная пропаганда — это пропаганда, которая призвана изменять сознание людей, постепенно навязывая им свое мнение. Поэтому мы продолжим заниматься антипропагандой. А всем белорусам необходимо помнить, что режим идет на различные ухищрения, чтобы подавить волю и стремление белорусов жить в свободной и демократической стране.